Остаются считанные какие-то часы, минуты до времени X, когда что-то будет происходить, потому что поставленное время, ультиматум Трампа подходит к концу. Уже вышли самолеты с территории Соединенных Штатов, об этом сообщается в новостях. В частности, Баррель черной икры, есть такой телеграм-канал, и уж не знаю, где они берут информацию, но американские бомбардировщики Б-52 вылетели с военной базы в Британии. Если самолеты направляются в Иран, ну то есть как бы такая информация неточная, то будут у цели через 6 часов. Б-52 способен нести ядерное оружие. Ну, мне кажется, немножко нагнетание такое идет. Опять же, вот про это ядерное оружие уже высказался и министр обороны Италии, и как-то в соцсетях это разносится. Не люблю, когда что-то навязывают. Должны быть отсылки к, ну, очевидно, да, почему эти опасения, с чем они связаны, есть ли доказательства того, что готовится такое оружие. Пока что я бы это все-таки отнес к спекуляциям политическим, околополитическим. Тем не менее, параллельно, вот инсайдер публикует информацию, Трамп сообщает, в настоящее время идут напряженные переговоры с Ираном. До истечения ультиматума США осталось менее 4 часов. Вот на тот момент, когда я знакомлюсь с этой новостью, президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу Fox News, что в настоящее время ведет интенсивные переговоры с Ираном. Одновременно Вашингтон удерживает в силе ультиматум. Тегеран должен до вечера вторника по вашингтонскому времени открыть Ормузский пролив. Ну, собственно говоря, это ключевой момент. Вот эти экономические спекуляции, которые бьют по всему миру. Трамп ими недоволен, привлекал внимание Европы, которая, я даже не знаю, какие подобрать слова, ну, в общем, не откликнулась на его призыв принять участие в том, чтобы Ормузский пролив не был, да, инструментом для спекуляций в отношении всего остального мира. Но получал Трамп только критику в ответ и вообще, что Трамп во всем виноват. Я напомню еще раз, Трамп вмешался в историю Израиля и Ирана, где Иран официально заявлял, что цель его существования едва ли не Ирана, ну то есть одна из главных их целей идеологических, уничтожение целой страны, то есть цивилизации, того самого Израиля. Но помимо этого еще и они там есть подозрение, что ядерное оружие готовили. Одновременно Вашингтон удерживает в силе ультиматум, как, соответственно, об этом сообщается. Открыть Ормузский пролив – это главное условие. К этому времени в регионе продолжат действовать стратегические бомбардировщики Б-52, Б-1Б «Лансер», задействованные в операции с первых дней конфликта. Ранее Трамп написал в соцсетях, обращаясь к Ирану: целая цивилизация умрет этой ночью. Ну, еще раз, он говорит о цивилизации, все это переначали на свой лад. На самом деле сильный удар, да, по верхушке, по АКСИР, то есть по этой силовой структуре. Ну, просто, может быть, это имеется в виду, изменится цивилизация. Опять же, здесь может быть вопрос риторики какой-то, терминов. Потому что он говорит о том, что он, в принципе, на защите тех людей, которые выходили на демонстрации. Были эти демонстрации очень жестко подавлены действующей властью. Там жертв было колоссальное количество, просто безумие какое-то. Короче говоря, чтобы больше никогда не возродиться. То есть он может говорить о цивилизации той, которая имеет злые корни. Но он, обращаясь к народу Ирана, вроде как у него слова все время поддержки, вот то, что мне попадалось. Но тем не менее, и дал Ирану срок до 20:00 по вашингтонскому времени, чтобы выйти на переговорный трек и открыть Ормузский пролив. Иран, в свою очередь, заявил о том, что прерывает все прямые контакты США. В свою очередь, министр обороны Италии Гвидо Розетто предупредил об опасности перерастания конфликта в ядерный. Ну, как говорится, у нас в таком случае говорят человек-очевидность, мистер очевидность. Понятное дело, что не хотелось бы, чтобы переросло, ну, а если ничего не делать, не перерастет, опять же, если это правда о том, что, да, собственно говоря, Иран вроде не скрывает, что у них там какие-то разработки были, и что там все под землей, такие тоже новости публиковались. То есть, если ничего не делать, то, мне кажется, опасность перерастания-то вроде как не снижается. Параллельно новость выходит, что Пакистан просит Дональда Трампа продлить срок ультиматума для Ирана на 2 недели. А Тегеран на этот период должен открыть Ормузский пролив. Ну, короче говоря, вот Пакистан тоже подключается, как такой представитель Ирана, его хорошие у них отношения, взаимной поддержки, и он как посредник вступает в этот диалог и вроде как, ну, собственно говоря, делает такие заявления. По крайней мере, публикуется на некоторых новостных площадках.
Про 2 недели. Тегеран на этот период должен открыть Ормузский пролив в качестве жеста доброй воли. Об этом заявил в X-площадке пакистанский премьер Шехбаз Шариф. Ну, собственно говоря, вот, наверное, к этому часу такие основные новости. Плюс непонятно, куда взлетели бомбардировщики, многие всего боятся. В Италии все всего боятся, в общем, все везде всего боятся, но ситуация действительно напряженная. Что вы думаете со своей стороны? Я вообще не считаю, что речь идет о ядерных ударах, для этого не было каких-то таких очевидных намеков и слов. А слова Трампа, они всегда такие литературно широкие, там вся целая цивилизация падет, но это же не значит, что... Ну, то есть какие-то правила вот сейчас на работу. То есть падение цивилизации это не обязательно... какое-то уничтожение просто поголовно всех жителей. Я не думаю, что это имелось в виду, хотя вот даже интересно ваше мнение, что думаете вы, потому что мне кажется, что Трамп пока не был замечен в каких-то попытках геноцида. То, что он может забрать того, кого подозревают, как Мадуро, в соучастии в использовании запрещенных веществ, даже в политике, и об этом он прямо высказывался, но не уничтожал всю страну, вроде такого, еще раз повторюсь, замечено не было. Но беспокойство есть, оно масштабное, и, как было сказано, не знаю, пишите, что думаете вы, я предпочитаю цепляться к словам, и я только вижу, что Трамп, что-то пытается сделать, и он объясняет, что он пытается сделать, может быть, неправильно, может быть, правильно, но я не вижу альтернативных предложений. Все его ругают, и все. А если бы он этого сейчас не делал, то и все. То, что там убили десятки тысяч, это везде звучит, тогда опровергайте это, вроде как это доказано, и этому есть подтверждение в кадрах людей, которые вышли, говорят, там есть нечего в Иране, а по ним только что не с пулеметов. То есть, то есть надо было закрыть на это глаза? Серьезно, я отстраняюсь, я такой удивленный житель. Вы говорите, Трамп не прав, то, что он поддержал Израиль, у которого тоже есть причины для того, чтобы превентивно решать вопрос обещанного уничтожения Израиля. И все таки вот из-за вас там Иран недоволен. То есть, а если Иран будет доволен, если убьют, все, просто геноцид будет проведен в отношении еврейского населения. То есть это нормально или как? Вот интересно было бы чье-то мнение, если выбирать, так выбирай, да или нет? Друзья мои, пишите, что вы об этом думаете. Меня, конечно же, это все, скажем так, я предпочитаю подходить конкретно к букве. Что написано, то я и пытаюсь понять, что мне сказали. Поэтому замечаю, что Трампу часто много лишнее приписывают. Много он говорит, сначала скажет так, а потом скажет по-другому. Да, это вроде как присутствует, но один он такой. Только один он политик, который что-то сказал, и, в общем, не очень понятно, что и к чему. Не зря есть выражение прекрасное: по делам их узнаете их, что дерево можно узнать по его плодам. Дерево вообще молчит, но оно может тебя и отравить, и накормить. Поэтому, наверное, давайте по делам. Есть смысл проходить, какие дела были сделаны, и что было из этого полезного, что плохого, что опасного. Что касается Ирана, крайне спорно говорить о том, что то, что делает Трамп, это совсем неправильно. Что касается каких-то других дел, Венесуэла, точно он все неправильно сделал. Я бы отталкивался именно от дел. Может быть, неправильно все делает, да, опять же, говорите со своей стороны. Я пока очевидного такого, что вот он сделал, и после этого стало хуже. Я вижу, что хуже становится иной раз организованным преступным группам, в той же Латинской Америке, например. Да, хуже, и это подтверждается, когда ты смотришь на ситуацию даже с другой стороны. У них внутренне начинаются передел влияния, в котором они сами еще и друг друга уничтожать начинают. Это как у моряков крысоловов делали. Крыс сажали в одно место, не кормили, они начинали пожирать друг друга. Потом последняя, самая сильно оставалась, ее отпускали, она сжирала всех крыс. Трамп умеет столкнуть всех лбами, так что те, кто любит болтологию, риторику и жить за чужой счет, мне кажется, они друг друга хорошо покусывают. Но еще раз, есть ли у него злые дела параллельно с этим? Не знаю. Вот, может, я что-то пропустил. Пишите. Еще раз, ситуация ужасающая на планете. Но с кого, с чего, что началось? Я вообще, например, считаю, что планета единый живой организм. И если какой-то орган заболел, не надейтесь, что вот здесь болеет, а здесь мы живем прекрасно. Нет, так не работает. Наверное, что-то с чего-то где-то началось, и пошло какое-то, возможно, заражение. Эскалация, конфликт и агрессия в рамках допустимого. Есть понятие окно Вертона. Мне кажется, его кто-то сдвинул. Кто бы это мог быть? Давайте, может быть, об этом подумаем, может быть, поищем корень проблемы. Да, как говорится, путь к излечению начинается с первого шага. А первый шаг на этом пути – это признание существования самой болезни.
Так давайте попробуем ее признать. Какие ваши предложения? Как зовут эту болезнь? Ну давайте подумаем. Предлагайте со своей стороны и увидимся в следующих новостях. Берегите себя, это самое главное.